этом Brawl Talk вы увидите Сириус, сотого бравлера, А Надя — сотрудница Финк. усиление для еще 6 бравлеров. Полностью новая система трофеев, Пески времени, а также скины драконов и фей. новые игровые режимы, улучшение усилений и многое другое. Итак, добро пожаловать в Brawl Talk. Привет, как дела, Марцо? Приветствую, мой дорогой друг Даниэль. Посмотрите на него, такой невинный и беспомощный. Он даже не подозревает, что я хочу захватить Brawl Talk и заставить весь мир смотреть на меня. Сириус — наш 100-й бравлер, так что, сами понимаете, нам нужно было сделать что-то особенное. Он не только ультралегендарный, с уникальным стилем игры, позволяющим управлять тенями других бравлеров, но и наш первый злодей. Предыстория Сириуса так же загадочна, как и его способности. Ходят слухи, что он владел самым первым аттракционом в Стар-парке, но начал терять внимание, когда бои стали популярнее его теневых трюков, и теперь он вернулся, чтобы отомстить. Основная атака Сириуса выпускает 2 снаряда одновременно. Теневой удар, который летит по прямой, и бомбу Стар, которую можно нацелить вручную и которая наносит урон по области. Сириус будет собирать тени бойцов после определенного количества попаданий. Но что такое тени бойцов? Сириус крадет сущность бойцов, подчиняя их тени своей воле. Его супер призывает до 3 теней бойцов, которые обладают схожими характеристиками со своими оригиналами, такими как атаки и здоровье. Например, тень Фрэнка будет иметь больше здоровья, чем тень Леона. Тени будут атаковать врагов и по умолчанию следовать за Сириусом. А вот что действительно круто. Сириус может управлять тенями. Направляя свой супер, он может отдавать им приказы, например, охранять определенную зону или атаковать конкретных врагов. Неужели это начало RTS в Brawl Stars? Сириус также выходит вместе со своей гиперзарядкой, которая призывает более сильные версии его теней. И как и хаотичная натура Сириуса, мы делаем нечто необычное для его релизного события. Больше информации об этом появится ближе к его выходу. Мы возвращаемся к пирамидному квесту с этим следующим бравлером. У Финкса появляется напарник, или это соперник. Надя — мифический боец урона, которая использует своих бумажных змей, чтобы сеять хаос и отравлять врагов. Финкс нанял Надю усложнить головоломки в пирамидном квесте, но по своей доброте она помогла освободить всех, кто застрял в его ловушках с искажением времени. В своей основной атаке Надя держит банку с ядовитой змеей. Пока банка находится в полете, змею можно выпустить в любом направлении. Это чрезвычайно полезно для атаки врагов за стенами или в труднодоступных местах, а также дает ей очень большую дальность. Банка наносит урон, а змея отравляет свою цель. Яд змей также может накапливаться, нанося увеличенный урон со временем. Суперспособность Наджи, опасной лапши, выпускает 3 ее бумажных змей, которые ползут на определенное расстояние и отравляют всех врагов в области. Ее суперспособность также может быть направлена, что позволяет бросить 3 змей в банке в выбранное место. Событие по выходу бойца Наджи состоится именно в этот день. Мы получаем улучшения для Баффи и еще больше Баффи. Во-первых, у нас появились новые баффи для Трио Ретрополис и Рамбл Джангл. Мгновенная точка Кроу теперь наносит весь оставшийся урон от яда цели, а затем превращает этот урон в щит. С баффи урон от яда обновляется. Ядовитый кинжал Кроу теперь бросает куной, который наносит урон, замедляет и отравляет первого врага, в которого попадет. С баффи кунай также отскакивает к ближайшей цели, вызывая тот же эффект. Экстра Токсик с баффи теперь увеличивает урон Кроу за каждого отравленного врага. С баффи Ядовитый Ворон делает так, что яд Кроу длится немного дольше. Гипер-баффи Кроу делает его основную атаку пронзающей и возвращающейся к нему, пока он находится в гиперзаряженном состоянии. Витаминный бустер Виви с Баффи заряжает ее шкалу хоумрана и восстанавливает здоровье при попадании по цели. Экстра липкий Виви теперь бросает жвачку в область, которая замедляет врагов. С Баффи эффект замедления становится сильнее, чем дольше жвачка остается на земле. Баффи Хоумран Виви увеличивает урон от атаки хоумраном, а Беттинг Стэнс с Баффи дает Виви щит, когда она попадает по врагу своей ультой. Гипер Баффи Виви ускоряет ее атаку. Инъектор Тибоун Була теперь бросает снаряд в цель, который наносит урон и лечит Була при попадании. С Баффи он также отмечает противника на 5 секунд, позволяя Булу воровать у него здоровье. Бул Стомпер теперь топает вокруг себя, замедляя ближайших врагов. Если враги уже замедлены, он вместо этого оглушает их.
С Баффи он также увеличивает скорость передвижения. Берсерк Булла с Баффи мгновенно заряжает его ульту, если он побеждает бойца во время действия звездной силы. Что касается спасательной жилетки с Баффи, если вы побеждаете бойца в этом состоянии, Булл становится неуязвимым на короткое время. С его гипербаффи его атаки пробивают врагов насквозь, но наносят меньше урона тем, кто находится дальше. Медвежьи лапы Ниты с Баффи заставят Брюса наносить больше урона в течение ограниченного времени. Медвежья шерсть с Баффи делает Брюса неуязвимым на очень короткое время. Баффи Медведь со мной у Ниты теперь может лечить сверх максимума ее саму или Брюса, а Гипер-Медведь с Баффи даст Ните ускоренную перезарядку при вызове Брюса. С ее гипербаффи она выпускает более длинную, быструю и широкую атаку. Проектор клона Леона теперь наносит небольшой урон, а с Баффи Леон может повторно активировать гаджет, чтобы поменяться местами со своим клоном. Леденец теперь можно бросать, а с Баффи Леон и его союзники получают ускорение передвижения в этой области. Дымовые следы Леона с Баффи наносят больше урона первой атакой, пока Леон невидим, а невидимое лечение с Баффи делает суперспособность немного дольше. Его гипербаффи позволяет атакам наносить полный урон, независимо от расстояния до врага. Тотем Супер-Рабо теперь можно бросать. С Баффи тотем получает больший радиус действия. Что касается взрывной ловушки, теперь Бо выпускает стрелы, чтобы активировать свою мину, которые отбрасывают любого бойца на их пути. С Баффи увеличивается радиус действия мины с уверенным орлом, и Баффи Бо больше не становится видимым, когда атакует из кустов. Что касается медвежьей ловушки с Баффи, это ускоряет установку мин. Гипер Баффи Бо выпускает дополнительную стрелу, и у всех стрел увеличен радиус взрыва. Если у этих бойцов было мифическое снаряжение, его удалят, а стоимость и будет возвращено вам обратно. Что касается улучшений Баффи, эта новая партия Баффи появится в новом автомате с когтем. Каждый автомат с когтем будет предоставлять первую попытку бесплатно. Случайный Баффи будет доступен в мегаквесте каждый месяц, и появится больше способов получить монеты и очки силы в наших новых событиях-гонках. Подробнее об этом далее в видео. Новая система трофеев не имеет сброса. Пора продемонстрировать Престиж вашего бравлера. и показать свой скилл. С новым титулом бравлера Твой путь к престижу начинается прямо сейчас. Ну, точнее, в следующем обновлении. Будет много нового и изменений, так что держитесь. теперь с 0 до 1000 трофеев вы будете получать косметические предметы для бравлера. На 250 трофеях вы получите иконку игрока и спрей. На 500 трофеях вы получите 3 пина. На 750 кубках дадут скин за 29 гемов, а на 1000 золотой титул. Раньше эти награды были в рекордах, но теперь мы переносим косметику оттуда, делая ее доступнее для всех. Так играть любимыми бойцами станет приятнее и выгоднее. Теперь вы получите больше трофеев за победу, а серия даст до 10 бонусом. Так прогресс пойдет быстрее. Но подождите. Мы знаем, что умелые игроки хотят продемонстрировать свои навыки и достижения, которых никто другой не может достичь. Давайте поговорим о престиже. Когда вы достигнете 1000 трофеев, вы откроете престиж P-Wise, и иконка бравлера изменится на крутую, стильную, неоновую. Кроме того, ваши 1000 трофеев теперь сохраняются, и вы больше никогда не сможете их потерять, потому что после престижа P-Hero вы начнете получать престижные трофеи, которые также будут учитываться в дороге трофеев. Когда вы наберете 1000 престижных трофеев, вы получите престиж 2 в... В престиже 2 у вас изменится ранг бравлера и появится уникальная иконка игрока. На этом этапе мы доказали, что вы действительно хорошо играете этим бравлером, так что эта иконка будет довольно редкой. И это классное достижение и все такое, но это ничто по сравнению с престижем 3. Для олдскульных игроков престиж 3 будет эквивалентом 35 ранга, который у нас был несколько лет назад. Больше нет бонуса за серию побед, нет статуса аутсайдера, а подбор соперников будет стараться быть максимально точным. Так что если вы достигнете престижа 3, вы, вероятно, один из лучших игроков этим бравлером и получите в награду новый неоновый титул бравлера. Это будет новая постоянная система в игре, так что может показаться, что придется много играть. Но помните, что трофеи больше не сбрасываются. Получив престиж на бойце, вы откроете боевую карту. Она станет круче на 25 ранге и самой яркой на 50-м. Вы и все остальные смогут увидеть всех бравлеров, которым вы уже дали престиж, в вашем профиле бравлера. Что касается таблицы лидеров, то она будет учитывать ваши общие трофеи, плюс общее количество престижных трофеев и общее число престижей. Старый престиж будет удален и перейдет в ваш профиль как архивная статистика. И, наконец, мы также меняем принцип работы подбора соперников. Система трофеев теперь использует скрытый ММР.
Она опирается на ваши навыки, а не на число трофеев. Чем дальше вы пройдете, тем опытнее будут соперники. Но это не... Это не обязательно означает, что у них будет столько же трофеев, сколько у тебя. Эта новая система появится в игре в следующем обновлении, что означает, что текущий трофейный сезон будет короче, но все получат ультра-трофейный ящик в качестве компенсации за это. И если ты сможешь набрать достаточно сезонных трофеев в этом сезоне, ты получишь еще один. Это также последний раз, когда твои трофеи будут сброшены. Сезонные трофейные ящики будут убраны из системы, и теперь их будут выдавать на общественных событиях. И, конечно, будет много изменений, связанных с трофеями, поэтому мы можем дорабатывать и улучшать систему в будущих обновлениях. Время геймера. Раш события дают больше монет, очков силы, хаос-дропов и трофеев. Зажмите кнопку в меню выбора режима. После активации вы получите больше наград за каждый матч. Она действует ограниченное время, так что включайте ее, когда готовы играть долго. И это всего лишь совет, но, возможно, вам стоит играть с друзьями или в команде, чтобы увеличить свои шансы на победу. Наша ежегодная традиция – возвращение скина Пески Времени. У нас есть солнечный сталкер Лили, песчаный странник Лили и Лили Ночных Песков как один из наборов скинов Brawl Pass, а также Султан Корделиус, жаркий Султан Корделиус и прохладный Султан Корделиус как второй вариант набора скинов. И напоминаем, что оба набора скинов можно получить с Brawl Pass+. Также в Песках Времени у нас есть телохранитель Биби, которая сменила свою биту на огромный клинок. От разумной видеоигры до проклятой урны у нас есть урна Канопа 8 бит, династия Даг, самый спокойный правитель династии. И, наконец, волшебная лампа Ларри и Лори, где Лори становится злым джинном, а Ларри ведет себя странно, если его потереть. А теперь для поклонников РПГ у нас есть тема драконы и феи. Фея Бонни и ее две другие хрома-версии — это один из наборов обликов Brawl Pass, если вы хотите что-то более милое. Если вам по душе что-то поострее, то дракон Гриф и его другие хрома-версии могут больше подойти вашему стилю. Со стороны Фей у нас все еще есть фея Мина, которая придает ей приятную небесную атмосферу, и фея Фрэнк, который выглядит как самое величественное существо, когда-либо ступавшее в Стар-парк. Что касается драконьей стороны, то у дракона Мэйзи рука выполнена в форме дракона и соединена с ее сердцем, а у дракона Грома есть все для дерзкого скина: драконьи крылья, агрессивная фиолетовая маска и металлическая броня. Кстати, о драконах Кроу получает следующий скин Brawl Pass. Вначале это выглядит как дружелюбная драконья версия Кроу, но затем он превращается в настоящего финального босса дракона. У него также есть две хроматические вариации: драконья кузница Кроу и призрачный дракон Кроу. Ого, просто прекрати уже, чувак. Просто остановись! А теперь время случайных скинов. Королевский бревно, вдохновленный бревном из Clash Royale. Vert Glow — это инвертированная версия Glow Vert. Надувная мелодия — это к 1 апреля для ваших жаждущих мелодиан. А Брус Нита. У нас есть новые игровые режимы, модификаторы и многое другое, начиная с Loaded Showdown. Теперь ящики в Showdown заменены на загадочные коробки, и в них будут разные виды усилений, включая спецпредметы для броска или экипировки, Такие как боулинговые шары, бомбы и машинка-бампер. Это первая машина в Brawl Stars. Вас ждут новые бои с боссами, уникальные механики и карты подземелий. Появятся два модификатора на основе способностей бойцов. Эффект сфинкса, ненадолго задерживающий снаряды, и песчаные бури, как у Сэнди. Охота за сокровищами получает некоторые улучшения и возвращается в игру, а самурайский разгром получает новую серию обновлений. Теперь вам нужно побеждать тени бойцов в командном матче команда против команды. Побеждает тот, кто уничтожит больше теней. Также вот что еще появится. Различные визуальные эффекты для щитов. Белый щит при возрождении, желтый щит для снижения урона и фиолетовый щит, когда вы получаете дополнительное временное здоровье. Пирс получил мощный заряд энергии. Он выпускает 2 волны снарядов, причем вторая волна наносит на 50% меньше урона. Они также пронзают зачинщиков в драке. А еще вам нужен друг, потому что у Гловера тоже есть сверхзаряд. Теперь он внушает страх, независимо от того, в каком направлении смотрит, и это влияет на всех вокруг. Объекты, вызывающие страх, также получают больше урона от всех источников. Привет всем, это будет мой последний Brawl Talk. Ага. Мы были братьями по Brawl. Забудь об этом, братан. Эй.
Я уже работал здесь. Ты Уволен. Юрский Ивсип Стар Парк. не может быть. Что за... Черт, ребята. Но ты не состоишь в клубе. Вступи в клуб. Двигайся, идиот. Мы всегда будем семьей, даже если у каждого свой путь. Понял? Потому что мы едем на машинах по дороге. Это называется метафорой. Это помогает зрителям понять историю в художественной форме. Я не ухожу из команды Brawl Stars, но перехожу на новую должность. Я уже давно пишу тексты для Brawl, и теперь это станет моей основной работой. Помните, из Стар Парка невозможно уйти. Теперь забирай этот бесплатный подарок. Двигайся.